Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри и Знай. Любую болезнь печени очень сложно диагностировать в самом начале, потому что развитие любого заболевания проходит бессимптомно. Дело в том, что в печени нет нервных окончаний, и поэтому даже при повреждениях болеть она не может. Именно из-за этого развитие каких-либо заболеваний довольно сложно узнать. Но существует целый ряд косвенных признаков, которые помогают распознать эти заболевания. Первый признак – утомляемость. Да, конечно, такие симптомы могут возникать по разным причинам. Чаще всего они являются как следствие вирусных и простудных заболеваний, а также очень частыми причинами становятся недосыпание и проблемы с давлением. Но если на постоянную слабость и повышенную утомляемость не имеется очевидных причин, то эти признаки явно развивающегося заболевания, и чаще всего такой болезнью является интоксикация печени. Второй признак – боль в правом боку. Да, это опять же не стопроцентный вариант того, что нужно срочно принимать лекарства для очищения печени, но тем не менее заострить свое внимание на такой боли все-таки стоит. Сама печень не имеет нервных окончаний и поэтому подавать сигналы о помощи не может. Но в покрывающей печень оболочке нервные окончания все-таки имеются. Когда орган начинает увеличиваться, оболочка вокруг натягивается, и поэтому вы ощущаете боль в области правого подреберья. Поэтому, если вы вдруг стали чувствовать боль в этой области, не стоит полагаться на чудо, лучше сразу обратиться к специалисту, который поможет разобраться, с чем связаны такие болевые ощущения. Третий признак – тяжесть в боку. Этот признак является довольно характерным для заболеваний печени. Он может сопровождать хронический холецистит. Если тяжесть беспокоит постоянно, стоит пройти детальное обследование. Этот симптом свойственен циррозу печени в начальной стадии, а также гепатиту и развитию опухолей. Четвертое. Проблемная кожа. Кожа вообще является отражением состояния нашей печени. Поэтому любые проблемы, возникающие с печенью, рано или поздно проявляются на нашем лице. Также стоит задуматься о здоровье печени в ситуациях, когда на теле начинают появляться так называемые сосудистые звездочки или пигментные пятна, которых до этого не было. Такие заболевания, как цирроз и гепатит, способны вызывать бледность кожи, а также на некоторых участках кожи могут появляться пепельные или бледно-бронзовые оттенки. В случае возникновения хоть одного из этих симптомов необходимо сразу же обратиться к специалисту. Вы обнаружили, что на теле начали появляться синяки? Хронический цирроз печени может приводить к нарушениям свертываемости крови и ломкости капилляров. В этом случае даже несильное надавливание может провоцировать появление синяков на теле. Пятый признак – желтая кожа. Наверное, это единственный признак, о котором знают практически все. При заболеваниях печени очень часто наблюдается такая проблема, как пожелтение кожи, пожелтение слизистых, а также белков глаз. Это происходит из-за того, что печень перестает выводить из организма определенные ферменты, которые скапливаются в клетках кожи. Чаще всего такое явление наблюдается при гепатитах и циррозе. Поэтому при появлении желтого оттенка кожи также стоит немедленно обращаться к врачу. Шестой признак – выпадение волос. Да, несомненно, облысение может происходить и по причине плохой наследственности, и из-за избытка стресса в повседневной жизни. Но эта проблема также может являться одним из косвенных симптомов развития заболеваний печени. Неправильная работа этого органа нарушает гормональный фон всего организма, а острее всего на эти нарушения реагируют волосы. Седьмое. Изменение цвета мочи. Этот признак, как и пожелтение кожи, является одним из явно указывающих на проблемы печени. Изменение цвета мочи и экскрементов чаще всего указывают на болезнь Боткина или других видов гепатита. Но если этот симптом появился вместе с пожелтевшей кожей, то можно практически 100% утверждать, что это гепатит А. Это были одни из самых характерных симптомов, но даже не самые типичные признаки могут указать вам на заболевание этого важного органа. У женщин одним из не самых характерных признаков является нарушение менструального цикла. Это объясняется тем, что при неправильной работе печени нарушается гормональный фон,
а вслед за ним нарушается и менструальный цикл. У мужчин заболевания печени могут проявляться в проблемах с эрекцией. Это также происходит из-за нарушения гормонального фона. Появление угревой сыпи во взрослом возрасте может свидетельствовать о проблемах в работе этого органа. Как мы уже говорили, кожа является отражением состояния печени. Также к нехарактерным признакам болезней печени относится появление сильной жажды, а также ухудшение зрения, непереносимость жирных продуктов и метеоризм. Эти признаки надо рассматривать в комплексе с остальными. И если отмечается еще несколько признаков болезни печени, надо идти на обследование. Температура тела является хорошим показателем нарушения работы какой-либо части организма. Так, постоянная повышенная температура, которая не обусловлена простудными или инфекционными заболеваниями, также является признаком проблем с печенью. Если этот показатель находится в пределах 37 градусов, это может оказаться признаком цирроза печени. А резкий подъем температуры до высоких показателей указывает нам на протекание гнойных процессов и остром холецистите. Некоторые признаки являются, наоборот, характерными именно для определенных заболеваний. Так, например, для цирроза и гепатита типичными являются следующие симптомы: беспричинное истощение, при условии, что питание человека не менялось, желтые оттенки на коже, тошнота, утомляемость, боли в боку, кожный зуд, вздутие живота и появление вен на животе. Косвенными признаками могут быть изменения холестеринового обмена, нарушение зрения и болезненность в суставах. Признаками злокачественных опухолей станут одновременно два признака. Это резкая потеря веса и боли в правом боку. При этом боль может быть не сильной, а совсем слабой. Доброкачественные же опухоли чаще всего никак себя не проявляют. Причиной развития абсцесса могут быть паразиты в полости печени или бактериальные инфекции. Главным признаком тут может быть длительно держащаяся высокая температура. При этом нет никаких признаков простудных заболеваний. В совокупности с температурой появляются болезненные ощущения в правом боку, которые чувствуются при надавливании. Многие заболевания печени являются следствием неправильного образа жизни, поэтому необходимо скорректировать режим физической активности и рацион питания. Также благоприятное влияние на печень оказывает отказ от вредных привычек. Большое значение имеет соблюдение правил личной гигиены для профилактики гепатита А, половой гигиены для профилактики гепатитов Б и С, а также для общего повышения иммунитета. Однако все эти меры не могут гарантировать, что здоровье печени не будет страдать. Слишком много негативных факторов внешней среды оказывают на орган свое действие. И на этом мы заканчиваем сегодняшнее наше видео. Всем спасибо за внимание, до новых встреч и самое главное, будьте здоровы!